Мигранты. На самом деле тема достаточно трудная, сложная и важная. Почему? Потому что не было бы Крокуса, были бы какие-то другие события, которые бы заставили обратить на нее наиболее пристальное внимание. Ну, давайте попытаемся в корнях и в причинах поразбираться. Значит, прежде всего нужно отметить, что в истории человечества великие переселения шли постоянно после ядерной зимы. Но здесь нужно понимать разницу между следующими понятиями. Переселением, которое во многом вынуждено, завоеванием, при котором происходит зачистка коренного населения на захваченных территориях, и миграцией, когда в уже сформированную среду заселяется чуждое. Под это полностью формируется новая информационная среда. В уже существующую парадигму вносятся новые смыслы. Это война, которая выигрывается без сражений. Если среду заселить определенным количеством мигрантов, то она в любом случае будет носить отпечатки этой энергетики. Нужно понять, что любая этническая группа будет переделывать реальность под себя, даже если это робот. Роботы – это опасно для белого населения. Идет существенное, примерно на 2 пункта вниз, занижение энергетики. И это происходит постепенно. Все напоминает медленное сваривание лягушки в кипятке. Таким образом происходит смена изначальной алгоритмики, которая существовала в самой среде. Ну, из статистики МВД известно, что мигранты часто нападают бандами. И в силу этого матери начинают бояться за своих детей. А у девочек, с одной стороны, возникает покорность, а с другой стороны, становятся активными нижние чакры. И им уже без разницы, с кем спать и от кого рожать. Размывается понятие о нравственности, рушится русский код. Русский код – это единая система взаимодействий, основанная на совести. Нужно понимать, что Ватикан начал формировать свои планы по уничтожению расы очень давно, а тему заселения земель чуждыми практиковал, начиная с XII века. В СССР из руководителей лишь Сталин понимал, что у каждого народа должна быть своя локация. А сейчас идет процесс обратный сталинскому перемещению народов. Нужно понимать, что разные группы управляются разными, но все направлено на захват территорий, на проникновение внутрь поля, чтобы разрушить его изнутри. Нужно проводить четкую политику по поводу русского языка. Пока все вокруг не по-русски, это насаждение чуждых образов и чуждых мыслей. И здесь мигранты выступают как щупальца Ватикана. Этим полем легко управлять, что не учитывается. Отправной точкой к запуску явных изменений в области миграции должно стать уважение к родине, к месту, к территории, к людям. Но на ближайшие 10 лет тенденции неутешительны. Еще миграция основана на тотальной лжи, которая выдается за правду. Это, например, утверждение о том, что за человека могут спокойно работать роботы или мигранты, или о том, что профессионально-технические училища нам не нужны. Нужно понимать, что все происходящие процессы призваны замаскировать то, что кто-то хочет взять все управление под свой контроль. В таком ключе осталось пребывать примерно 3 года. Затем образуются территории, которые вообще откажутся от мигрантов. Именно с них начнется выравнивание генетического кода. Насильственное выселение мигрантов пока не сработает. Их должен выдавливать свет. Именно поэтому тем, кто не владеет русским языком, должно быть невыгодно здесь находиться. В заключение еще раз подчеркнем. Мигранты для нас – это все те, кто паразитирует на русском коде. К ним же относится и 5-я колонна.